close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And choppers, better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. That work never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. So rise up.
choppers, better cook those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could touch. Look in my eyes, I'm on the rise. to the baseline.
down to the baseline. Эй, йо! Всем здорово! В первую очередь хочу всех поздравить с днем рождения теней Чернобыля. Если кто не знает, сегодня исполняется теням Чернобыля 13 лет. Вот такая уже старая пожилая игра, можно сказать. Но она все равно продолжает жить, и это круто. Даже если не оригинал, то в модах.
Я думаю, даже в честь годовщины мы отдельный стримец замутим по прохождению ТЧ. Я думаю, на одной жизни что-нибудь такое. И я думаю, мы это сделаем, может быть, завтра. Sondol Sven, hi there, what's up? Харон. Так, сейчас я чат подрублю тут и пойдем в ОПшку. Слышь, Харон, тебя могут взломать только в одном случае. Либо ты шлялся по левым ссылкам и твои данные сперли. Либо ты скачивал какую-нибудь херню и опять же твои данные сперли. Так что не надо мне говорить, что ты никуда не ходил. Просто так взломать никак не получится. Так. Ну шо, где тут чат у меня, а? Props from Germany. Sorry, Sondel Sven, I don't know German. Так. Заходим. Угу. Всем, короче, кстати, здорово в чате, кто сидит. Так, все, чат нашел. Ща в отдельном окне открою. Что-то я этого заранее не сделал. Все. Готово. Можно начинать. Угу. Все. To your channel? What to your channel, Sondal Sven? I don't know. Так, ну где мы остановились? Я, насколько помню, что-то мы сделали. А, точно, надо же идти на янтарь. На янтарь идти. За детектором, вот. Который для голограммы нужен. По сюжету солянки уже довольно далеко прошли. Ну как далеко? Так себе. Der Sondel Sven. Sondel Sven, I don't understand what you want. What you say. Детектор. What детектор? Че он тут загрузится или что? Как это все долго делается, а? Угу. Ну все. Сейчас еще одну вещь сделаю. А ладно. Так пойдет. Так, ну что? Вроде все взял, да? Кстати, надо вот так сделать. Вот. Можно идти. Сейчас на янтарь пойдем.
потом уже по остальным делам. А, кстати, поспать можно. Чё я туплю-то? Поспать. Так, поехали. Что-то тут псины где-то бегают. Здесь, что ли? Ну да, где же еще? Надеюсь, детектор в продаже появился. Мне только его не хватает, чтобы продолжить сюжет с солянки. Ну и на болото еще надо. Даже если детектора не будет, пойдем на болото, там у нас квестов скопилось неплохо. Задание призрака, потом задание шахтера, что ли, или кого там. А, Захара, во. Все в таком духе. Лучше бы, конечно, детектор был, потому что надо уже найти клока, чтобы у нас переход на новые локации открылся, новые квесты, все дела. А для этого надо пройти сюжет. Так, ящик в укромном месте. Это где? А, на доме. Ясно. Ящик на доме. Что тут, бандюки, что ли? Угу. Чё там лютый похититель на свая делает? Грозу я заберу. Это что у нас? Тоже заберу. Кто у нас тут? А. Бандит, что ли? Ну все, отъехал. Снорк. Похититель пошел похищать бандитов. Или нет? Вот так. Артефакт. Так. Здорово, пацаны. Выноси бычья! Пацаны! Да, выноси бычье. Как обычно, вакханалия какая-то на этой локации. Ну, ничего необычного, в принципе. Ты чё это?
Так, сохранку надо сделать. Ты не видишь, я сохранку делаю. Дебилина. Я уже забыл, какой номер. Так, 353. Максим Раскулов, здорово. Да только начали. Пока никак не обстоят. Что тут происходит, блин, а? На инвентарь идем. За детектором. Для голограммы. Раньше я что-то вообще забыл, что они ему нужны будут. И не покупал. А теперь вот приходится терять время опять. Потому что нужны ему, видите ли, детекторы. You should have come out last night. What a night. We were drinking from midday. Vodka, of course. It got a bit heavy. Пацанчики по-английски базарят, ничего не замечают. Забавно. Ладно, пацаны, до свидания. В следующий раз клювом не щелкайте, по сторонам смотрите. А то сидят, бренчат, базарят. А то, что к ним почти вплотную подобрались, вообще нормально. У вас в стране первые зараженные появились? Ну, это только появились. Хотя, может быть, давно уже появились, просто скрывали. В России-то тоже скрывают. Я лично не верю, что 200 всего на всю страну зараженных. Не может такого быть. Просто скрывают. Так, ну сейчас посмотрим. Надеюсь, детектор будет. Ты кто? А, ну ладно, давай возьмем-то заказ. Это ж не квест. Есть. Детектор есть. Круто. Аптечки тоже куплю. Все. У меня Чем есть пожаловали детекторы. в мою скромную лабораторию? У вас тоже. А у вас это кого? У кого, Харон? У вас это у кого? Что тут мы имеем? Уничтожить лагерь. А у меня есть какие-нибудь части?
Ну, руки зомби есть, хвосты собак, руки контролеров и бошки тушканов есть. Что из этого тебе нужно? Рука контролера. Давай. Что еще? Артефакты. Ухо, репей, снежок, огненный шар, гравий, медуза. Но я все выложил, у меня ничего... у меня есть... нет, огненный шар это не для него. Огненный шар мне нужен. Так, бенгальский огонь. Все. Куда я пошел? В городе? В каком? В каком городе? В какой стране? Части мутантов, артефакты. Артефакты, вернее, здесь надо смотреть. Каменный цветок, кровь камня, слизняк, слюда. Ну, не знаю. Особого смысла как бы и нету. Давай сюда вот это скинем. Вот это, вот это. Грозы скинем. Вот это скинем. Понятно. Ну, весело, чё. Теперь на агро. На агро, на свалку и на неразведанную землю. Я думал, не будет детектора, придется идти на болото сразу. Но детектор есть, так что можно сдать квест. Этим и займемся. А у нас и не узнаешь, есть зараженные, нет зараженных. Все же скрывают. У нас все нормально, говорят. Ну, это по всей России, в принципе, не только у нас. У нас все нормально. Ничего такого не происходит. А на деле, наверное, уже как в Италии в какой-нибудь. Опять барсики. Ты серьезно? Тупая, что ли? Если ненадолго модуль... Так, ты... Потише будь тут. Бандита как раз херачила. Свое задание быстро сделал, потом приходилось помогать остальным. Тебе что, заняться нечем еще помогать кому-то делать задания? Пускай сами делают, что, мозгов нет, что ли? Так. Ну тут есть еще бандиты. Но мало. Да, выносите, чё?
Какой не при делах, ты в меня выстрелил, идиот. Хорошо. Грозу забираем. Патроны забираем. Я Сосыча слышу уже. Характер такой. С таким характером, Максим Рыскулов, тебе на шею сядут и ножки свесят. Понял? Уникальный бандитский плащ. Давай возьмем. Он же уникальный. Так, это что? Что это такое? Винчестер 101. Кстати, редкий ствол, так что тоже возьмем. Но тут ничего. Тут понятно. Тут у нас военные. Еще. Даже здесь военные. Ты что скажешь? Миниган хорошая вещь. Так, что ты хочешь? ПКМ, М60. Круто. Круто. Продавать ничего тебе не буду. Пришел? Кстати, что по ЦЗшкам? Щупальца кровососа. Глаз полтергея. А у меня нету 3 щупальца кровососа. Пойдем. Game Show Live. Благодарю за подписку. Добро пожаловать. Так, тушканы бегают. И сохраниться надо еще. Так, ну я, насколько помню, сейчас мы сдадим детекторы, нас отправят обратно на свалку, там будет тайник, потом опять на агропром, а вот потом я не помню, куда идти. Это уже надо будет смотреть. Ну, рано или поздно все равно придется идти на болото, потому что призрак задание должен выдавать. Он по сюжету дальше пригодится. Плюс еще переход из X10 в саркофаг и на CS2 из саркофага. А переход на CS2 нам нужен. У нас его все еще нет. Так, бандюки. Да, из этих микрофризов я нормально целиться даже не могу. Ай-ай-ай! Шо ты? Ай-ай-ай, конечно. Дурак, что ли?
Вот это я косой. Ща еще щекотну, хочешь? Видишь, как все просто. Так, тут у нас трупов нет. Забираем вот это. Забираем вот это. Это что, тозик? Халявщики приперлись. Стоит только настрелять бандитов, сразу халявщиков набегает. Чё ты крадешься, блядь? Пока я не заберу все, что здесь мне нужно, ты ничего не получишь. Или бан. Научные аптечки принести прапору. Научные аптечки у меня есть. Хорошо, значит принесем. Прямо сейчас этим мы займемся. Нам, в принципе, в ту сторону и надо. Там этот стоит. Плоти я бы не советовал вам на меня быковать. Это мне просто лень вас разваливать. Но я могу и передумать. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Принес эти аптечки. Спасибо, Меченый. Я же не для себя, я вон для людей своих. Воронин жмот выделяет. Да ни хрена он не выделяет. Как хочешь, так и крутись. А парням-то лечиться нужно. Держи вот ПДА. Он, походу, и правда не работает. Сходи к бармену. Говорят, он 2 мужиков приютил у себя. Так те могут отремонтировать все что угодно, лишь бы водка не кончалась. Угу. Хорошо. Новых заданий .нет. Не знаю, можно, по идее, 10 гранат принести, но зачем? У меня вот есть ВОГ 25. Тебе нужны ВОГ 25? ВОГ 25. И за это ты дашь 2 пачки патронов? Да пошел ты нахер. С такими наградами. Я того рот топтал с такими наградами. Да, и сохранку. Сохранку это обязательно. Как говорится, сохранку провтыкал, прогресс проебал. Сегодня же Doom Eternal вышел. Вот это вот вещь. Вот это я хочу пройти. Я, правда, не уверен, что он пойдет на стриме, но не знаю, надо будет попробовать. Хотя бы на минималках, если пойдет, то это будет уже круто. Doom Eternal, это же Doom Eternal, мать вашу. Можно даже начать с 16-го Дума, в принципе. Типа сначала первую часть, потом вторую. Тоже круто. Все, у нас тут одно задание. Принести детекторы голограмме. Так, лютый похититель на свая. Флексит. Уже не флексит.
Нам не сюда. Как я получил, какой переход? Переход куда? Есть задание. Есть задания. Бандитская куртка, перчатки. Всякие там. О, ни хрена себе, вот это поворот. Нормально. Так, лукавый говорит, спорим, я сделаю проход за... Ты что скажешь? Насчет того дела есть что-нибудь для меня? А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. А я вот, принимай заказ. Спасибо. Теперь я еще парочку детекторов смастерю. А про наводку на тайник не забыл? У циклопа спроси. Он скажет, где тайник. До встречи. Так, момент. Вот так вот сделаем. Квасу сейчас холодного. Да чтоб в нос. Так, это не тот. Привет, телепат. Выручай, голограмма к тебе отправил. Здорово, стрелок, я в курсе. Слушай, что на ум пришло. Сразу говорю, крутились в голове слова Сталка одного. Валерич кличут, я только подправил на свой лад. В корнях увядшего гиганта припрятан тайничок с добром. Там, где незрячие снуют без дела. Между фонящим хламом и холмом, что ближе всех к долине беспредела. Стрелок, я уверен, что ты это место отлично знаешь. Ну, местный Пушкин, надо записать, чтобы потом 100 раз не бегать с вопросами. Ты бы хоть намекнул на какой-то территории. Хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросали. Огоньки в кустах горят, вроде как глаза. Ну, он, короче, заткнулся. Так, понятно. А из кустов голос нечеловеческий. Зачем среди ночи шумишь? Ну, нам опять на свалку, чё? Потом опять на агропром. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца. Ну, Сосыча тут уже нету. А то он мне надоел тут звуки свои издавать. Ни хрена себе, это как? Я ж еще даже до низа не добежал. Что за переход такой? На свалку смотри. Ну ладно. Так даже проще. Сейчас только собачка развалим. Тайник-то там лежит. Угу. Сюда вот нам надо идти. Тайник голограммы у нас вот у того вот дерева, где псины. Ну чё, псина?
Что происходит? Так. Багги надо перегнать, который стоит на болотах. На ферме, где бандиты. Надо его к Сидору отогнать. Так, и ни одного хвоста, прикольно. Вот он наш тайничок. Принести детектор адреналину. Сейчас мы только свой заменим. Универсальный детектор аномалий. Детектор голограммы. Поехали. Нам теперь на агро. Бандюков только развалим. Ща, погоди, дам я сейчас аптечку. Пацаны, продырявили меня! Чтоб не мучился. Патрончики. АК-107 у нас тут, ничего себе. Какие продвинутые бандюки тут у нас. А это что? Опять 101-й винчестер? Да, что-то много их развелось. 101-х винчестеров. Все на агро нам. Адреналину отдадим детектор. А дальше я не помню. По-моему, опять на неразведанную землю надо. Радиейшн. Твою медь. А эти до сих пор тут шляются. Чего вы тут забыли, а? Никого нет уже. Они все шляются. Да, только детектор принести. Сейчас все будет. Пусто на агропроме, тихо, никого нет. Ну да, всех же вынесли.
Зачем пришел? Привет, Адреналин. Добыл я тебе второй детектор, дай себе один. Привет, спасибо. Вещицы крайне нужные. Если бы ты знал, сколько бабла мне за них отвалят. Ну, это мне мало интересно. Скажи лучше, кто приходил за шкатулкой? Да, похоже, этим сейфом твоим серьезные люди интересуются. Приходили двое, видно сразу, сталкеры бывалые и закаленные. Разговаривал тот, что помоложе, звездочет его зовут. Второй коренастый, поодаль стоял, не рассмотрел его, видал-ка, что комбез сталкерский с капюшоном на нем. Комбинезон потерт сильно, видно, хозяину долго служит. Значит, звездочет? Ясно. А что за угрозы были? Ну, прямых не было, люди знали, что сейф у тебя. Просили, чтобы я на тебя повлиял, продать им или обменять этот чертов сейф. Да вижу, что ты не согласишься. Они нейтралы, однако сказали, что знают, где сейчас этот сейф, и ждать долго не будут. Либо ты отдашь, продашь его, либо они заберут этот сейф силой. Звездочет говорил, что он принадлежит его напарнику. Время на раздумье у тебя мало, смотри, не прогадай с выбором. Вот, держи за работу ствол уникальный. Классная штука, такой в зоне больше нет. Ладно, спасибо за предупреждение. Пойду я туда, где этот сейф припрятал. Если звездочет придет, скажи, что пусть сам меня ищет, поговорим. Стрелок, циклоп открыл сейф. Короче, жду. Да, внезапно. Так, что тут еще есть? Ну, ничего как бы не изменилось. Подходи, раз пришел. Бегаем туда-сюда, да и бегаем. Давай скинем винчестеры. АК-107. Вот это скинем. И вот это скинем. И вот это тоже. Все. Теперь можно и дальше. Так, надо подумать, куда сейчас пойти. На неразведанную землю или дальше. Не, пошли на неразведанную землю, чё? Сюжет солянки будем выполнять. Остальные квесты потом. Чё сейчас париться? Скальп контролера бы еще раз добыть где-нибудь. Чтоб ПДА стрелка найти. И можно было бы уже за тайниками идти. Все равно на ЧС пока нельзя. Динамическая новость от меня. Прикольно. Пойдем с пацанами пообщаемся. Там кулинар, не кулинар. Может, у них что интересное есть. Ты, говорит, как думаешь, похож он на псевдозайца или нет? Да нет, говорит. Так. Какие сталкеры уже давно всех псевдозайцев поели. И тут он... Пленка, панцирь, золотая рыбка. Вот я дурак, выложил, блин. Тут у нас челюсти отвисла. Да, молодец, молодец. Ворон, ты что скажешь? Редкое оружие, ТОС-34 охотник, большой Бен, палач, обрез, нет. Не, меня не устраивает. Так, что еще? Кровь камня. У меня нету. А у меня, в принципе, ничего нету. Короче, просто так прогулялся.
Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Стоять! По-моему, они меня сейчас отправят перфузор собирать. Или в эту, в пещеру я пойду, не знаю. Может, в пещеру пойду. Но это не точно. Типа, как бы сейчас уже вроде с Клыком я встречусь. Но если не сейчас, то очень скоро. Ну, не знаю. По-моему, сейчас меня отправят в лабиринт. По-моему, это не точно. За дискетой. О, артефактик появился. Артефактик, это мы завсегда рады. Так, кстати, по поводу рады. Надо же его... Вот это я дебил, конечно. Артефакт это не поскидывал из контейнеров в баре. А хотя стоп, я же их взял для того, чтобы отдать этому кресту. Блин, не хочу я в забытый лес. Там опять контролеров валить. А в забытом лесу контролеров валить это вообще зашквар. Что такое? Куда я прибежал вообще? Непонятно. Ой, ну все. Пошли просадки кадров. Как обычно. Активных заданий, говорит нет. Привет, Шура, неужели открыли сейф? Да, открыли. Там оказалась только папка со старыми картами района ЧС, сделанная еще во время Второй мировой войны немцами. Я показал ее старику, он говорит, что на многие территории, что на ней изображены, нет сейчас тропок. Но судя по отметкам на карте, не исключается, что просто расположение этих тропок сменилось. Папка с картой у стола лежит, забирай. Странно, у меня есть такое чувство, что я эту карту уже видел. Раз ее так усиленно ищет звездочет, надо ее перерисовать и ему отдать. Мои люди тебе уже достаточно помогли. Пришла пора и тебе им помочь. Голограмма говорит, что есть лекарство. Вернее, его можно получить, смешивая в определенных пропорциях в перфузоре несколько ингредиентов. Что за перфузор? Это прибор специальный для дозированной подачи и смеси лекарств. Надо достать чертеж этого прибора. Подобный дозатор уже собирал Голограмма, когда проводил опыты с артефактами. Он говорит, что чертеж записан на дискету. Вот эту дискету и надо найти, а там видно будет. Спроси у Циклопа, может он подскажет, у кого сейчас эта дискета. Хорошо, попробую раздобыть вам эту дискету. Да. Карта. Привет, Циклоп. Вот, собрался вам помочь с прибором. Подсказывай, у кого дискета с чертежом. Здорово, Стрелок, я в курсе. Слушай, в безлюдном гроте лабиринта, где тучи крыс и так темно, лежит полуживое тело, и свой секрет хранит оно. Стрелок, ищи раненого, рядом с ним твоя дискета. Спасибо, примерно догадываюсь, где это. Да, в натуре. Что тут непонятного-то?
Прямым текстом сказали, что в лабиринт надо шкандыбать. И сейчас мы туда и пошкандыбаем. Вот так вот. Удобно, когда переход прям сразу есть. Я надеюсь, монолитовцы уже заспавнились. А то я давно никого не разваливал. Хотелось бы уже это исправить. Сюрпризец небольшой сейчас псевдопсинам сделаем. Ясно. Тут никого и нет. Кстати, я монолитовцев слышу. Монолитовцы — это хорошо. Угу. Согласен. Я то же самое хотел сказать. А нет, погоди, а нету никого. Чё так? Чё-то нету никого. Ну, тогда получается мне в самый низ сразу надо прыгать. Ну, в самый низ это туда. Так, это куда мы попадаем. А дальше надо куда-то сюда идти. Да, сюда. Все правильно. Скелетик тут ошивается. Скелетик, ты что тут? Не надо тут ходить. А то кувалда башка попадет, совсем мертвый будешь. О! Пародия на лютого похитителя Насвая. О! Никого не могу зафоткать. Вот это печально. Так, тут у нас аномалия. Эй, алло! А чё это мы обратно все побежали, а? Вов Хадсон. Да ладно, ты легендарный. Не, я не легендарный, я обычный пацан, как и все. Ничего во мне легендарного нету. Так, понятно. Им вообще по меди, им нормально. Они, короче, свалили и все. Чисто можно подходить и разваливать всех. Ну да, чё бы нет-то? Я, кажется, понял. Они меня увидели, короче, увидели, кто я, и решили с меченым не связываться. Короче, свалили и отвернулись. Думали, типа, я мимо пройду. А я вот такой нехороший не прошел. О! 2 огненных щета. Забираем. Чё? Ой, твою медь. Здорово, здорово. Я, конечно... А, ну да. Еще и крысы. Давай. Охренеть, у меня залагало аж. Что происходит, блин? Вот это у вас до хрена здесь. Да. Как так-то?
Куда вы пошли? На месте. Начались лаги. Давай им гранатку кинем. Вот, электричку. Очень вредные твари. Здорово, здорово, Вов Хадсон. Как я уже сказал, ничего легендарного во мне нету, так что... А ты чё прибежал, Жить надоело, что ли? Охренеть, лаги, что происходит? Вы что там в аномалию залезли, что ли, с дымком? Да по-любому. Тараканы. Крысы. Блин, я не понимаю, что может лагать в лабиринте такого. Кристалл. Я, в принципе, знаю, куда мне надо. Жесть. Пойдем. О, крыски. Еще крыски. А куда это мы направляемся? Это было опасно. Ни хрена себе. Артефактов. Отвали от меня. Хм. Ну бывает. Че, ты еще хочешь? На. А ты тоже хочешь? Не вопрос. Скелетик. Я не с Украины, Вов Хадсон. Я из Мордора. Кто? Где? Что за неадекватные крысиные выходки?
Какой враг, дебил? Где враг-то? Еще и аптечку юзанул. Молодец. По поводу этой хрени все печально. Как обычно, информацию скрывают. Так что мы тут даже не знаем, сколько тупо зараженных. Тупо не знаем. Ни хрена себе кровосос из невидимости не вышел. Вот это поворот. В Москве? Не знаю. Весело в Москве? Я ж тебе говорю, в этой стране всю информацию скрывают. Ты не узнаешь даже тупо, сколько заболевших. Так. Кажется, внутри бутылки что-то есть. Надо показать это Уисому. Надо показать. Но сначала надо забрать дискету. А чтобы забрать дискету, надо вот сюда вот. Первый раз вижу, чтоб невидимый сос после смерти остался. Да я тоже как бы да. Первый раз вижу. Так, ну мне нужны арты на прыжок. На прыжок это у нас вот это. Вот так сделаем. Вот это. И вот это. Охренеть. Даже с прыжком хрен запрыгнешь. Вот как? Вот как это? С прыжком хрен запрыгнешь. Ай, педрила. О, наконец-то. Наконец-то запрыгнул. Так, ну все. Я, в принципе, знаю, где он, как бы, вот здесь. У тебя YouTube лагает сильно? Да, YouTube опять лагать начал. Интересная комбинация из артов. С цепочкой шурупа не стал париться, а нас радейка очень сильно упрощает ситуацию. Дай аптечку. Да, ЦЗшки убили, блин. Баланс ЦЗшек. Я их почти не выполняю. Просто смысла нет. А чё у него там, у этого шурупа? Чё за цепочка? Чё ему принести надо? Да, и угораздило же тебя в эту дыру залезть. Дай аптечку, не смотри, что враг. Мы люди подневольные, кто платит, на того и работаем. А зачем? Дискету я и так нашел, пусть крысы свое дело доделают. Ты ведь за дискетой пришел? Значит, о приборе слышал. Так слушай дальше. Одного чертежа тебе маловато будет. Даже гению не собрать этот прибор без специальных колб под реагенты. Стекла в этих колбах изготовлены из артефакта слюда. Того прибора, что был собран, уже нет, но колбы остались. Что за колбы и где они? Я еще тогда монолитовцем был, вернее хотел стать, да вовремя отдумался. Реагенты делали двое ученых, но по своей глупости они в конце эксперимента допустили ошибку. Результат: один покойник, а другой стал почти невидим. Мы тоже не успели воспользоваться сывороткой, что получилось в сепараторе. Напали то ли снайперы, то ли бандиты, и весь реагент унесли с собой. Прибор разломали, но колбы я успел припрятать. Они на чердаке одного из домов на радаре.
Как туда попали эти снайперы, непонятно, но они смогли без защиты под самые антенны попасть. Да, те колбы фонят сильно, возьми защиту, так их не унесешь. Для перфузора еще какие-то примочки нужны. Лучше спросить у того, кто в этом чертеже разберется. Дай аптечку, а? Ладно, спасибо за предупреждение и инфу. Раз выжил, живи, держи аптечку. Спасибо Стрелок, огромное. есть изменения по перфузору. Как найдешь дискету, сохрани. Ну ты неадекватный какой-то. Я тебе аптечку дал, а ты стрелять начал. Ну и дебил. Стволы грейженные. На 28 дней надо на выполнение цепочки минимум. А, понятно. Принести дискету, все. Тут что-нибудь еще есть интересное? Вообще. Ну, тут у нас телепортик есть. Чё? Не понял. Пойдем на неразведанную землю. О, тут зомбези. Давай грохнем их. Развалим зомбоков. Зомбоки. Что-то мало. Я думал, больше будет. Ладно, Вов Хадсон, понятно. Я тебя понял. Ну да, естественно, я это не выполнял. Типа, зачем? Нам, в принципе, сюда надо. О! Лютый похититель на свая. Опять без щупалец. Мне типа по болотам в кайф теперь бегать можно хоть напрямки. Чё, настолько жесткий арт? Надо попробовать, ладно. Посмотрим, что там. Я чисто даже не смотрел, что он в награду дает за эти квесты. Потому что 2 пачки патронов. Загрейженный ствол. Пс, смешно. Я за 2 пачки патронов даже просто туда-сюда не сбегаю. Без ствола. А уж ствол грейженный за 2 пачки патронов приносить. Принести дискету. Ща принесем. Ща все будет. Куча слотов освободилась из одного арта. Хорошо, я тебя понял. Интересный вариант, если там реально такой жесткий арт. Можно будет попробовать. Тем более у меня одна правочка интересная стоит. Можно всю цепочку не выполнять, а только один квест. Надо только будет посмотреть, какой именно. Так, сюда нам не надо. Неужто завязывать пора? Чисто больше всего времени тратится на бег туда-сюда.
Нашел я дискету, она была в одной из пещер лабиринта у раненого наемника. Он, очевидно, ее монолитовцам нес, или наоборот стащил у них. Ну вот и отлично. Пусть голограмма собирает дозатор, но он говорит, что потребуются еще детали. Висит на базе долго. Да, по крайней мере, нужны специальные колбы и сами реагенты. Я знаю, где колбы, они на радаре, и знаю, у кого реагенты. Они, очевидно, у главаря снайперов, тех, что выглядят как голограмма. Но как их достать, пока не представляю. Лилу, я знаю, старая карта у тебя. Сделай ее копию, но без моих пометок переходов. Копию отдашь звездочету. Во. Ну там не то, что в цепочке шурупа награда, это в самой цепочке получишь холодное оружие, нужно для другой цепочки. Так, а ну-ка поподробнее, какое холодное оружие я конкретно получу и кому его нужно отдать в пещере. Вроде у шахтера не было такого. Кому-то из этих типов? Ага, интересно. Получишь холодное оружие, нужно для другой цепочки. Что за холодное оружие? Как называется? Может быть, его купить можно? Так, ну хорошо. Опять мне надо с циклопом базарить. Привет, циклоп. Говорят, есть тайничок для меня. Есть. Тот, кого ты вылечил, тебя обманул. Колбы действительно сильно фонят, и он их действительно припрятал, но не на радаре. Слушай. Чужой хабар найдешь под той, что помогала мощь АЭС доставить в мир людской, где дух анархии витает высоко, и те, что за бабло завалят хоть кого, находятся как раз недалеко. Но только и подвох тут есть, ограду нужно перелезть. Ищи ее. Спасибо, тут надо репу почесать, что за место и кто она. Почеши, почеши, и вдумайся в слова. А этих штук, под которые хабар, не так уж и много. Скажу только, там горка. Колбы могут откатиться чуток. И еще, колб должно быть 3 штуки, нужно найти все. Не учатся ничему, некоторые учиться не хотят. Кукри. Понятно. Да, кукри пока нельзя купить, это я знаю. Ну ладно. Мы как раз сейчас идем на склады. Вот и посмотрим, что там за ЦЗшки. Кстати, это что такое, блядь? Это пила. Это у нас пила. Угу. Ты чё, дурак? Получена информация о тайнике. Получена информация о тайнике. Круто. Ты дурак? Еще один. Неадекватный. С собачками не хочу связываться. Хотя там арты какие-то вон есть. Черная энергия. Блин, ладно, давай отстреляем тогда. Раз там арты. Ну, вы уж не обессудьте, собачки, я вас не хотел трогать, но раз вы сами на меня сагрились, то... Что я могу сделать? Черная энергия, черная энергия. Да хрена артефактов тут. Тут где-то еще должны быть арты. Ломать мясо. По-моему, еще где-то здесь. Не помню, что именно он даст за холодное оружие, но оно нужно.
Еще одно холодное оружие для этой цепочки получишь у Василия. Ему надо будет экзы крутые собрать. Интересно. О, Химерка, здорово. Да хватит уже тут своей лапой размахивать. Неадекватная. Артефакты, шмартефакты. Чисто 3 кристалла. И радиации нахватало. Ладно, спасибо за инфу. Пригодится. Если там такой хороший арт, то имеет смысл запариться, я думаю. Так, тут у нас где-то этот стоит, блин. Я его не вижу. Подожди, а где? Или это псина была? Что-то это, походу, псина была. Те, что за бабло, завалят хоть кого. Угу. Ты чё, неадекват? С РПГ он тут шмаляет, ты смотри. Кстати, за гранатку для РПГ спасибо. Вещь полезная. Побежали, побежали. Сейчас будем по минам херачить. О! Имеет, если, конечно, прямо сейчас начать париться. Просто, мне кажется, дальше начнут давать снарягу. Ну, даже если... Нет, дальше начнут давать снарягу. Блять, ненавижу. Все, я понял, это пси-собака, ну нахер. Вов Хадсон, благодарю за подписку. Добро пожаловать. Сейчас добегу до перехода и продолжим, а то это тут... Это... Вот эти тут бегут. Не хочу. Псину эту искать. Без биорадара вообще охренеешь ее искать. Так вот. Снарягу-то начнут давать, но если реально там есть такой арт, который на радиацию прям такой хороший, то он в любом случае пригодится. Так, пойду-ка я окно закрою, темно уже. Так. У нас тут 2 тайника есть. Один здесь, второй здесь.
Минус 666 радиация. Да, хороший арт. Минус 666 радиация. Вполне себе хороший. Пойдем тогда сначала на базу зайдем. Побазарим с шурупом. Поищем. Подходи, пообщаемся. Шуруп, мне тут сказали, ты хорошие вещи раздаешь. Давай-ка я посмотрим, что у тебя тут есть. Вороненок. Патроны граната. Патроны граната. Бизон. АЕК 972. Калаш. Скорпион. Кобр. Петух. Патроны. Таворд Стар. G36. МП7. МП5. ФНК. Элка. Сиг. Сиг 551. Снайперка. Блин, а у меня нет этой снайперки. Я не знаю, где ее взять. Найтс СР-25 с улучшенной кучностью стрельбы. У меня такого нету ствола. Искать надо. Короче, пока мы ничего не получим. Собрал 10 жетонов, собрал 10 жетонов. Давай, у меня патроны. Что-нибудь интересное есть? Защитить лагерь, защитить лагерь. Уничтожить лагерь. Контролер. Понятно. От наемников. Хорошо. Что еще? Ну, давай контролера завалим. Эту снайпу дает Свеблов за щуплые. О! Полезная информация. Щупла у меня есть. В баре в нычке. Угу. Так, что бы еще ему отдать? У меня есть пленка. У меня есть еще антидот. Три когтя химеры, три копыта кабана. 1 и 0. Кузя вроде еще дает, но шанс очень маленький. Понятно. Хорошо, значит, нужны мне щупальца и к Свеблову. Я тебя понял. Так, ну М3 Супер 90 он не хочет, я понял. Все, кстати, надо починиться. Опять мой экзач поломался. Что у тебя есть? Рука карлика, голова тушкана, стопа снорка. Руки карлика у меня есть.
Новый Агаус. Так, забирай вот это, вот это, вот это. Но это я не знаю. Пусть будет. Не понял, а это что такое? А, бутылка из склада. Красные щупла. Я понял, что красные. Я помню, что он их собирает. И потом у себя над кроватью вешает. Так, раз, два, да? Угу. Вот, значит, один тайник. Пойдем его заберем. Подходи, пообщаемся. Не хочу. О, экзоскелет наемников модернизированный, мозги, вот это я ничего понимаю. Мне ж как раз эти экзочи нужны для Сидоровича. Даже давай не так. Сначала давай сходим на барьер. Посмотрим, что там происходит. Может, какой хабар перепадет. Потом сходим наемников, развалим. Заберем колбы. Обратно вернемся через деревню. Самый оптимальный маршрут. Так. Я бы, в принципе, даже на это посмотрел. Контроша вон нашивается. Еще свободовца развалили. Он школота бегает. Забавно. Так, ну контролера вроде развалили. Можно туда и монстров похреначить. О, свободовец с новым визуалом. Я его добавлял когда-то. Это все мое. Я все это забираю. Сейчас пойдем наемников кошмарить. Пускай готовят дупло. Все. Я же вас предупреждал, готовьте дупло, а вы не послушали. Странные вы какие-то. Так, еще наемников вторых развалим.
Вот так и живем. Так, теперь за этими, как их? Да-да. Серьезно? То есть я нашел именно то место, через которое пройти нельзя. Нормально. А пойдем тайничок-то заберем. Тут тайник у нас. Что-то там экзоскелет. А, ладно, все равно уже радиации нахватал. Нам вот сюда вот. Пойдем наверх, наверх, наверх. И вот сюда. С такой пулестойкостью. Ну да, а с какой пулестойкостью? В этом моде меньше 80% вообще нет смысла. Пустая колба. А где еще? Вот пустая колба. 3 штуки мне сказали надо найти, да? Опасный уровень радиации, и она не выводится. А почему это она не выводится, спрашивается, а? А потому что до хрена слишком артефактов, фонящих в инвентаре. Потому и не выводится. Она вообще набирается. Блин, что делать-то? Ну, не знаю. Вот это нацеплять. Спускается потихоньку, но мало. Минус 15. Что у меня еще есть? Что-нибудь есть на минус радиацию? Минус 10. Вот так может сделать. Ладно, пойдет. Контроша, готовь дупло. А контроши нет. Прикольно. Тут где-то буллер. Отъехал. Великолепно. Ты тестишь что-то? Нет, а что я тестить должен? А кого мне развалить надо? Кровососов или контролера? Вроде про контролера речь была, но его нет здесь. Где? Лютый похититель на свая. А где остальные? Алло. Серьезно? А еще есть? Нет, тут контролера надо завалить, но его нету. Его тупо нету. Тут тоже никого нету. Пойдем к волчаре позорной сходим. Че он скажет? Итак, у нас есть РПГ, правильно?
Да, у нас есть РПГ. Забирай. Костя, ты вообще какой-то левый. Не, ну в принципе никого тут больше интересного нету. У тебя что есть? Всякие там револьверы. Подходи, пообщаемся. Но я себе сделал правки, которые мне по кайфу. Чтоб как бы сильно облегчения не было, но чтоб не тратить время на тупые вещи. Это как бы уже не первое прохождение. Так, ну шо, скряга, покупай. Я тебе тут много чего принес. Вот это все забирай. 30к. А тут больше не в сложности дело, а в том, что ты тратишь лишнее время на то, чего можно не делать. Заходи, как припрет. Я все-таки мод прохожу со стримами. Зачем мне в 2 раза больше бегать? Да блин. Ищешь кого? Да, второе задание не получилось выполнить. Печально. Печально. На дамаг я ничего не правил. Артефакты тоже неправленные. Есть для теста медуза правленная, но медуза это такой арт, которым я не пользуюсь. Для тестов чисто. Красные щупальца, но я не знаю. Пойду я сейчас все-таки на неразведанную землю. Хотя... Не, да, на неразведанную землю пойду. Чтобы эти колбы уже скинуть. А то не фонят тут мне в инвентаре. Сборку артефактов ломают. Непорядок. Сейчас как раз пойдет задание на вот это, на химеру, там на херню вот эту все. Пропуски кадров идут. Вообще жестко. Не-не-не. Так бы сразу. Странно, а где Мститель? Ты не охреневший ли, баклажан? 3 выстрела из мурки выдерживать. А?
Алло. Главное, что я пси-псину завалил. Вот это вот, конечно, хорошо. Радиация тут. Ща вот эта херня начнется с трупом контролера, вот этим всем говном ненужным. Я, в принципе, потом из этих стримов полноценное прохождение сделаю. На серии разобью. Там вот этой всей беготни ненужной не будет. Кому интересно смотреть на беготню. Чисто 90% времени это тупо беготня из одной точки в другую. И все. Все, бывай. Интернет барахлит. Это YouTube барахлит. У меня просадки кадров опять вот начались. Вот все. Просто красный стрим. ОБС красный. Это помянем. Шура, привет. Принес себе колбы. 3 штуки. Здорово, Стрелок, спасибо. Голограмма выяснил, что для перфузора надо еще достать 2 блока питания и микросхему управления от экзоскелета свободовцев. Я думаю, это уже не такая гигантская проблема. Да, это попроще тема будет. Ты далеко не ходи, я тут узнал про ключик один. Его голограмма еще в том году из ручного телепорта сделал. Вернее, их было несколько. Где они сейчас, не знаю, но точно знаю, где один. А для чего мне этот ключ? Он, возможно, снимет защиту в виде телепорта с одного из входов в огненную пещеру. Ты ведь хотел туда заглянуть? Вот и посмотришь, что там да как. А если там база чья, может и экзоскелет свободы найдется, или аккумуляторы к нему. Короче, есть тут место рядом с карьером в виде воронки. Там зона аномальная. Старик говорит, там когда-то давно метеорит упал. Так вот, у одного из камней и найдешь ключ. Он похож на телепортатор и срабатывает от тепла и биополя человека. Почему именно там? Сталк там один сгинул. А шел он от нас, тогда голограмма ему один такой ключ и продал. Здорово, давно хотел заглянуть в эту пещеру. У меня просьба, пока хожу, сделай копию карты, что из сейфа достали, только метки на ней не ставь. Все. Так, а я отдал колбы? По-моему, отдал, да. Или не отдал? Что-то я не понял. Так, отдал или не отдал? Вроде нету никаких колб у меня. Да. А чё фонит? Хуже не бывает. Нет, без музыки тут грустно. Но у меня как бы только 4 этих арта лежит, я не знаю. Ладно, ладно, пошли. За ключом. В принципе, понятно, что у меня фонит, это же контейнеры-то. Они ж не полностью радиацию блокируют. Значит, говоришь, в воронке? Ну ладно. О, сейчас мы клыка встретим. Все. Ща клычару найдем. Он там засел.
Я этого контрика по глупости раза с 10-го убил. Какого? Так, где озеро? Блин. Мне вот сюда надо. Черная энергия. Вот куда-то сюда надо. Да, все тут. Так, псины отспаунились, я тебя понял. Будем отстреливать, что могу сказать. Блин, тут еще такие псины. Пулестойкие. Тут в принципе обычные есть. Давай их развалим. О, все. Так, где тот... Короче, с Ютубом вообще что-то происходит, блин, опять. Как вечер, так начинаются проблемы. Короче, вот что я нашел в тайнике. Это как раз то, что нам нужно. То, что нам нужно для того, чтобы получить у этого, как его, у шурупа оружие. Да, Сталкер, здорово, шо с Ютубом? Лагает Ютуб. Твою медь. Нам сюда. Админ Ютуба? Ну, чё, исправь тогда Ютуб, чё? Если ты админ. А чё это мы тут делаем? Чё, бессмертные, что ли? Так, стоп, нет. Так, тут у нас капля. ICD Tech. Да-да, есть такое. Мне же к этому надо. Или нет? Слушай, я не знаю, не помню. То ли мне сначала надо вернуться к этому,
и отдать вот эти все платы, то ли мне нужно сразу идти к этим, к мстителям. Расскажите о своей проблеме. Стрим лагает. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Пропуски кадров. Да, ты оказался прав. Были там 2 блока питания для экзы свободовской, а микросхемы вот, притащил пару плат из сломанного бобинного магнитофона, может подойдет. Да, плата пойдет, думаю голограмма заметит микросхему на кучу совдеповских добротных деталей из этих магнитофонных плат. А про копию карты не забыл? Нет, все сделал в лучшем виде, забирай. На сборку в перфузора потребуется время, а пока порешаю, как у снайперов, реагенты добыть. А ну все, теперь можно к снайперам идти. Сообщения тоже дублируются. Весело. А ну-ка я гляну, что там вообще происходит-то. Да вообще жопа. Пойдем к мстителям. Вылез тихо из палатки, надел кожаную. Задержка вообще жесткая. Но это понятно, из-за чего проблема. Из-за этой хрени китайской. Все вечером в интернете сидят, видосики смотрят, стримят опять же. Вот и происходит жопа. Отдай мне. Так, мститель зеленый, все нормально. Да, жесть какая-то происходит. Попробую. Так, что тут у нас? Ну, это я уже читал. Я, правда, не знаю, есть оно на стриме или нет. Ну да ладно. Попробую, только мне кажется,
что это пустая беготня. Чтобы сделать чучело, все равно нужна голова, и именно Сидора. Химера тоже не дурак, раскусит. Однако вариантов больше нет. Попробуй, я дам тебе немного частей мутантов. Они как раз тут их добывают. Да и денег чуток. Да, голограмма уже собрал прибор. Посмотри, что получилось вон справа на полу. Посмотрю, конечно, ради чего я тут бесплатно вкалываю. И к охотникам тоже схожу. Поговорю с Филином. Сидорыч, тебя заказали. Если хочешь жить, пришли стрелку свои фото в фас и в профиль. Угу. Заказали. С кем мне надо говорить? Ни с кем? Нет. Мне надо бежать к охотникам. Вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Бля, днем надо стримить, походу. Днем нормально все. Тут началось. А так все, это часов до 10 помянем. Ну, сейчас я вам выдам. Здорово, лесной житель, дело к тебе есть, может, поможешь? И тебе привет, городской житель, с чем пожаловал? Такое дело, слышал, вы чучело делать умеете? Надо сделать. Голову сталкера одного, точнее торговца с кордона, Сидоровича. Вот его фотки, посмотри. О, Дэн мне говорил о торговце таком. Он чего, увековечить так себя собрался? Личность колоритная и голова тоже. На мутанта похож, но попробовать можно. Самое главное, нужен материал для работы. Под такой череп подойдет череп матерого контролера, вернее его голова. Кого? Контролера? Ты шутишь? Мне сейчас не до шуток, ты бы еще про голову плоти сказал. Ну почему шучу? Люди у меня мастеровые, да и у тебя глаз алмаз. Сказал же, нужен контролер с неповрежденной головой, причем целиком. А то ты голову ему не так отрежешь еще. Тело нужно добыть свежее, чтобы кожа выглядела естественно. Лежалое ведь покроется пятнами, хотя оно для работы пластичнее. Тут пару дней назад наши ребята сообщили, что видели на стадионе в Припяти необычного контролера с очень крупной головой. Правда, завалить мутанта никто не смог, пси-аура у него слишком мощная. Не приблизиться к нему на достаточную дистанцию для выстрела. Может, тебе улыбнется удача? Если это случится, то бери рюкзак побольше и неси этого контрошу сюда. Остальное не твоя забота. Главное, не попади мутанту в голову, иначе... В общем, народ, такое дело. Я уже просто знаю, что это еще долго будет, а с таким качеством стримить это вообще не вариант. Я думаю, сейчас до бара дойдем, разгрузимся там и на этом закончим на сегодня. А продолжим днем нормально. Я думаю, мы даже стримец сделаем пока не по ОПшке, а в честь 13-летия сталкера Теней Чернобыля сделаем какое-нибудь прохождение ТЧ в виде челленджа.
Типа там прохождение с одной жизнью, прохождение там с ножом, не знаю, что-то такое. Я еще подумаю, что можно сделать. Так, сдаем клад сейчас лысому еще. По-моему, еще 10 когтей химеры понадобится. Этому филину. Сейчас надо взять сразу, чтобы не забыть потом. Плюс отдадим снайперку на модификацию. Сейчас надо будет только загрузиться и вспомнить, какая модификация нужна шурупу. А потом ее сделаем. Да. С таким качеством стримить вообще не вариант. Нереально. Так, клад в лабиринте не выдумка, как и те два стража, упомянутые сталкерами. Меня поджидали два невидимых кровососа. Устроили же они мне там с собаки. Вот те на... Сколько монет нашел? Почти 30, датируемые разными годами. Среди монет также была бутылка водки. Правда, она вся почернела от грязи. Мне кажется, внутри что-то лежит. Ну а разбить бутылку не додумался, что ли? Отойди-ка. Ага, ты был прав. Здесь какая-то записка. В глубинах мрака и кроме... И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Эх, не тот уже. Провайдеру позвонить? Ну, хз. Это как бы не в первый раз уже. Чисто стабильно, вот. Началось где-то недели 2 назад. Стабильно вечером начинается херня. Просто сразу начинается херня, и все. И помянем. И никого на горизонте. Вот вот. Давай к шурупу отгрузимся и посмотрим, что там нам надо. Скряга. Вот давай вот это загрузим. Вот и хорошо. Посмотрим, какая ему нужна модификация. Закажем у доцента или у кого там модификацию эту. И все. Кстати, по поводу провайдера. Я измерял, короче, скорость интернета этим спид-тестом. И скорость нормальная. Скорость какая и должна быть. У меня 100. Но
Как только вот стрим, то есть вот в это время, где-то вот в 7 часов начинаются проблемы. И примерно до 10:30 они продолжаются. Это чисто, я не знаю, с чем это связано. Либо это реально из-за чебурнета вот этого, что они там хернёй вот этой занимаются. Либо это YouTube. Так просто не угадаешь. Так, пойдем спросим. Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол говорит только по делу. С улучшенной кучностью стрельбы. Я тебя понял. Давай. Загружаемся. Закажем сейчас с улучшенной кучностью стрельбы. И закончим на этом, к сожалению. Маловато, конечно, получилось постримить, но что делать? Я надеялся, что исправили эту херню, но, видимо, нет. Видимо, ни хера не исправили. Так же все и осталось. Да, возможно, это из-за этой китайской хрени все. А все-таки накоплю я на свой дом. Возможно. Чтобы речки лес рядом. Типа сейчас самое такое время, что перегружается, короче, YouTube. Нагрузка на сеть высокая. Тебе сюда нельзя. Проходи. Но опять же, если это из-за вот этой хрени, то почему у других стримеров нормально идет? То есть это получается... Вульф зарейдил? В смысле? Че он? Как это зарейдил? Я не знаю, что это значит. Так, апгрейдом занимаешься? Не, стоп. Вот эту снайперку мне надо проапгрейдить. Кстати, ты что, дурак, что ли? Разряди ее. Идиотина. Апгрейдом занимаешься? Давай проапгрейдим второй ствол. Увеличение кучности. Сделаю все за 24 часа. Ну все. Понятно. А у тебя что есть, кстати, за ЦЗшки интересные? Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуем. Небольшой рюкзак. 10 рюкзаков. Что-то починить требуется? Не знаю, имеет смысл? Живища. Ну и отлично. А отсюда получится? Прицел Мюллер. Подствольники. Опять прицелы. Еще прицелы. Прицел ПУ. ПКС-07. АКОГ.
Элкан. Hand Salt. Рубиновая пружина. И рубиновая батарейка. Не, у него никаких нету квестов, короче. Так, ну все. Выходим. Я не знаю, что делать. Короче, это никак, я так понимаю, не исправишь. Это будет часов до 10 и потери будут в стриме. А это не айс.